Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на примере этой звезды мы рассмотрим с вами 4 способа, как сделать деталь, состоящую из прямоугольника с уголком контрастного цвета. Эта звезда состоит из таких прямоугольничков, и по углам у нее обычные квадраты. Так вот, первый способ сделать такую деталь. Этот способ встречается чаще всего в мастер-классах. Берется прямоугольник длиной с нашу будущую деталь шириной. Потом берется квадратик, пришивается по диагонали. И вот наша деталька готова. Единственный минус этого способа, что здесь нужно отрезать уголочек. И когда мы его отрезаем, у нас остается два таких уголка, которые по сути нам сейчас не нужны. Их, конечно, можно использовать в других проектах, но обычно они небольшого размера. И с каждой такой детальки у нас такой отход. Поэтому мы рассмотрим сейчас с вами еще несколько вариантов, которые более экономные. Второй вариант очень легкий, но он не всегда подходит. Мы берем квадрат, состоящий из двух разноцветных треугольников, и разрезаем его пополам. У нас получается две детали, но в одной детали уголочек одного цвета, а в другой другого цвета. Это не всегда нам нужно для нашего будущего блока. К тому же длина такой детали всегда одинакова. Длина всегда в 2 раза больше ширины. Другого размера мы сделать не можем. Поэтому сейчас мы рассмотрим третий способ, который нравится мне больше всего. Мы берем длинный прямоугольник и еще один прямоугольничек поменьше. Длинный прямоугольник у нас будет составлять длиной. Мы меряем короткую сторону детали, длинную, складываем их и прибавляем 2 сантиметра к этой длине. А прямоугольничек будет ширина прямоугольника плюс 2 сантиметра. Вот этот прямоугольничек у меня 6 сантиметров, как и полоса, на которую я буду ее пришивать, а длина 8 сантиметров. Мы чертим 2 диагонали из каждого угла. Отмечаем серединку. Это если нам нужно 2 одинаковые детальки, то мы отмечаем серединку на обеих деталях. Складываем лицом к лицу. Сколю булавочкой, так как по диагонали шить не очень удобно и может что-нибудь съехать. Вот теперь прострачиваю по нашим намеченным линиям. Не рядом, а именно по ним строчу. Вот я прострочила по намеченным линиям и теперь разрежу между ними. Вот у нас получилось 2 абсолютно идентичные детали, безо всяких отходов. Они абсолютно одинаковые, и уголки у них в одну сторону направлены. Вот я сделала еще такие детали подлиннее, которые для нашей звезды длинные.
У них уголки застрочены в другую сторону. Если вам тяжело посчитать размер, вы можете вырезать 2 бумажных шаблона ваших деталей, вот так их сложить и просто померить линеечкой длину нижней полосочки и длину верхнего прямоугольничка. Но я же говорю, прямоугольник очень просто посчитать. Ширина полоски плюс 2 сантиметра. Сейчас я разложу. Вот так это будет выглядеть в звезде. Получается 4 строчки, и у нас уже готовы 4 детали. Сюда мы ставим квадратик. Третий способ. Это если вам нужны детали с разными уголками, как в способе с квадратом. Вы берете 2 полосочки и накладываете их, чтобы одна полоска находила на другую, на ширину полоски плюс 2 сантиметра. Также проводите диагональные линии и прострачиваете, как и в предыдущем способе. Разрезаем. И вот у нас получается 2 детальки. У них уже углы в разные стороны, они зеркальные абсолютно. Причем от длины взятой полосы зависит то, какого размера будет деталь. Вы можете сделать ее короткую, длинную, какую угодно. Вот еще нюанс. Для таких блоков нужно хорошо накрахмалить ткань, иначе у вас будут очень сильно тянуться мелкие детали, когда вы будете шить по косой. Не обязательно крахмалить всю ткань, или если она у вас отсырела и потеряла форму, берете обычный пульверизатор, разводите крахмал, примерно столовая ложка на пол-литра воды. Вот такой пульверизатор я взяла, все это туда налила, засыпала, взболтала, побрызгала ткань и горячим утюгом прогладила. И вот такой замечательный эффект. Вот что у нас в итоге получилось. Вот это отход от верхних 6 деталей, а вот это у нас отход от одной детали, сделанной первым способом. Поэтому стараюсь его не использовать. А в следующем видео мы научимся с вами превращать блок из квадратов с помощью 3 строчек в блок из ромбов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие размеры одеяла вас интересуют. Я собираюсь сделать расчеты для детского одеяла размером 110 на 140 сантиметров. Но вы можете предлагать другие размеры, каких размеров в комментариях будет больше, тем мы с вами и рассчитаем. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Пока!